Настало время выпить жидкого азота. Всем привет, ребяточки! Привет! Вы, как обычно, на канале Своим ходом. С вами Лизончик, Виталик. И сегодня мы отправляемся в очень классное место на острове Хайнань. Это парк Енода со знаменитым стеклянным мостом, который вот-вот только открылся. До парка Енода нам ехать 30 километров с нашей бухты Елонг-Бэй. Как обычно, садимся на скутер и вперед. Вот такой у нас сегодня набор. Беру с собой Лизончика. Красиво. С водичкой. Это поехали. Мы уже подъехали, друзья. Вот въезд Енода. Смотрите, какие крутые камни. Ну, ехали мы сюда, наверное, минут... Час? Ё-моё. А для меня время очень быстро пролетело за рулем. Мы запарковали. Здесь вообще огромная парковка для автомобилей. Но посмотрите, какая парковка выделена для байков. То есть сюда на байках вообще люди не ездят, потому что типа далеко. Но мы еще не такие сумасшедшие. Есть люди, которые приехали на велосипедах. Парк начинается с китайской зодиакальной площади. Это огромное такое пространство. Все это вымощено вот такими плитами, большими и маленькими. По кругу этой площади расположены статуи, обозначающие год рождения человека по китайскому календарю. Вот сейчас, например, год свиньи, и поэтому вот здесь выделен именно год свиньи. Стоят свинюшки, свинюшка-мужчина и свинюшка-женщина. И дальше все эти статуи, видите, все года, когда наступает определенный год, они ставятся вот сюда в центр. Тут даже прямо на территории туалета вот так все красиво сделано. И плавают рыбки кои. Первые впечатления, конечно, уже здесь, знаете, можно просто на площади постоять и уже ехать домой наполненным эмоциями. Вот китайцы умеют создавать атмосферу. Вот главный вход, турист-центр. Это было приветствие. Территория парка очень большая, поэтому, друзья, сюда на весь день. По ценам, друзья, самый дешевый билет, вход на человека 188 юаней. Сюда включен сам вход, автобус, который вас по территории катает, и еще еда есть. И самый дорогой 456 юаней на человека. Здесь все, что было в первом, и сверху все развлечения, которые есть в парке. На стеклянный мост пускают людей только с определенным весом. Давайте посмотрим, пройдет ли Лиза у нас проверку. А то она очень много ест у нас. Ну, прошла. Место осталось. Все, отлично. Мы уже готовы просто даже вот в этом зале остаться и здесь провести весь оставшийся день. Это вообще не поддается никакому описанию. Как вот они так сделали, да? Ребят, смотрите, кабан. Короче, здесь платится какая-то сумма, и за 5 или 8 юаней можно вот с кабаном сфоткаться. Нужно встать только в специальное место. А вот смотрите, мы там в самом низу. О, динозавр побежал, видели? О, это я внизу. А, привет! Это я внизу тут. Здрасте! И здесь есть VR-парк. Здесь, смотрите, роботы. Можно с роботом поговорить. Но фишка в том, что там внутри выбираешь себе любую игру, одеваешь виртуальные очки, и ты попадаешь в виртуальный мир. Стоит 100 юаней, то есть 1000 рублей. Нас ждет здесь вот такой вот зеленый автобус. Приветствую всех. Эта дорога протяженностью 17 километров, поэтому взять вход в парк без автобуса нереально. Таких билетов просто нет. Первое место, куда мы приехали, это знаменитый стеклянный мост. И здесь же рядом с этим мостом находятся качели, на которых мы сначала прокатимся, а потом уже на мост отправимся. Тут не просто садишься на качельки, здесь еще специальное оборудование. Сели. Отлично. Тут все безопасно очень. О, прикольно. Типа над пропастью парим. Очень круто, ребята, обязательно попробуйте, совсем не страшно. И всего 200 рублей стоит вообще, куча впечатлений, очень классно. А чтобы отправиться уже погулять по мосту, выдают такие вот бахилки, они очень мягкие, чтобы сам мост не повредить и не поцарапать. Мост открылся совсем недавно, 5 февраля 2019 года, это буквально месяц назад, он абсолютно новый. Конструкция должна нас выдержать. И на него потрачено 100 миллионов юаней. Кстати, в отличие от Бангкока, где мы были на смотровой площадке, там были запрещены вообще камеры. Тут спокойно можно идти, снимать все, что хочешь. То есть вот мы сейчас стоим у основания моста, и нам нужно совершить подвиг и пройтись вон туда, в самый конец. Вот там-то будет страшно. А многие прям ходят такие: очень страшно, не могу дальше идти, я дальше не пойду. Ты же понимаешь, что эта конструкция создана не просто так. Значит, надежно, раз сюда людей пускают. Просто идешь, кайфуешь от того, что у тебя под ногами пропасть, ты все видишь.
как будто по воздуху идешь. Ну вот мы подошли. Это самый конец моста, самый край. Здесь сделан такой круг. Смотрите, одностороннее движение. Вот такая высота здесь. Блин, жалко, что я уже много чего посмотрел. И у меня впечатление не так, как, знаете, у людей, которые, например, путешествуют, например, 1-2 раза в год. Мы постоянно в путешествиях. Возможно, если бы я сейчас приехал сюда из холодного Питера, я бы вообще в шоке, наверное, был. А так, конечно, да, прикольно, очень круто. Посмотрите, какой панорамный вид открывается. Поля, горы, там озера, реки, высотные здания. Весь горизонт утопает в дымке. Красотища. Высота моста над уровнем моря 400 метров. Мы сейчас находимся. Здесь такой прохладненький, классный ветерочек. А длина этого моста 365 метров. Потрясающее место. Ребята, обязательно сюда. И от этого моста идет такое отвлечение, уже маленький мостик, как такая дорожка, она тоже прозрачная, и можно туда прогуляться. Здесь уже не такая большая высота, потому что внизу деревья. Так, в принципе, прикольное место прогуляться. Ты тем более не просто ходишь по стеклянному мосту прозрачному, да? Ты еще наслаждаешься панорамными видами. Очень удобно, что можно, если проголодался, перекусить. Вот такие сосиски стоят 8 юаней, я одну взял. Вкусняшечка. Этот парк находится на территории огромного тропического леса, который здесь возник естественным путем. Но некоторые деревья были посажены специально, чтобы еще больше показать всю красоту и атмосферу этого места. Также здесь можно выпить жидкого азота, что придает бодрости, сил и энергии. Расплатиться можно вичатом. Зиплайн стоит 100 юаней. Отдельное развлечение. Пока ждешь своей очереди, можно посмотреть в бинокль, насладиться видами и на прилетающих зипланистов. Нам тут все подцепили. Сделали, затянули. Смотри. Это специальная штучка для шариков. Вот сюда она. Мы только что прокатились на зиплайне. Вот сюда приехали, но, к сожалению, китайцы, они очень строго относятся к безопасности, поэтому снимать вообще никак не разрешили. Я даже камеру положил в карман задний, чтобы потом ее на ходу достать. Там даже руки специально затягивают, чтобы ты ничего не смог достать из кармана. Но зато у меня есть фотография. То есть на выходе вот такие фотки можно купить себе. 25 юаней. Смотрите, как сделана необычно вода. Река такая, и сверху выходит пар. Как будто туман такой искусственный, да? Это место исполнения желаний. То есть здесь покупаете себе вот такой вот колокольчик необычный. И в любое место его вешаете. Соответственно, здесь что-нибудь пишете. В основном, видите, здесь китайские иероглифы. Еще здесь есть вот такой вот мост. Здесь тоже эти желания висят. Этот мост называется мост семейного благополучия. Очень красиво все сделано. Потрясающе, ребята. Столько всяких локаций. И мост, кстати, подвесной. И чтобы это самое благополучие наступило, хотя у нас так все благополучно, нужно пройти через все вот такие вот арки и дойти до конца моста. А вот такого я еще ни разу не видел. То есть вы садитесь, обычно рисуют картины, а здесь портрет рисуется на футболке. Стоимость такого художества на футболке 100 юаней. Вот этот мужичок справа стоит. Вот он такой. А вот и попугайчики. Вот чтобы с ним сфоткаться и на видео поснимать, стоит 20 юаней. Битва с кепкой. О, какой красавчик, смотрите. Обалденный. Привет, дружище. Какой-то красивый, пернатый друг. Время покушать, погнали в ресторанчик, что-нибудь перекусим. А есть мы будем на шведском столе, то есть там очень много еды, все дело выбирается. Что хотите, стоит 88 юаней, причем вы это можете доплачивать, если изначально целый билет не берете. Или все в целом билете берете, и это у вас будет сразу включено. Выбор еды очень большой. Тут тебе и курочка. Здесь разливают супчики, такие китайские традиционные. Это, видимо, рагу из тыквы. Опять, видимо, курочка. Причем это был только один стол. Здесь еще другой стол есть вот тут. Тут и вам и макарошки, и мясо, и тофу. Обалдеть. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 видов разного супа. Здесь огромные такие кастрюли. Пожалуйста, рис. Черный, бурый рис. Здесь рис с овощами. Это мои любимые димсамчики. Причем их можно соевым соусом сделать. Вот так вот. Я узнал, что это такое. Это лотос. Знаете, лотос. Ни разу в жизни не ел лотос. Даже не знаю, на что похоже. Просто хрустит вкусно. Как думаете, что это такое желтое? На что похоже? Вы не поверите, но это такие омлетики, сделанные в виде шариков.
Просто омлет. Яйцо с молоком смешанное. Дальше у нас пошли супчики. То есть можно супчики взять, которые уже готовые. Я взял вот такой попробовать, необычный, смотрите. Похож на какой-то суп из краба. И там вот такие маленькие шарики. Какой-то сладкий суп с сахаром непонятный. А этот суп делают на заказ. Подходите, вам все готовят, заливают водой. То есть там морепродукты какие-то есть, смотрите. Даже на дне есть вот такие ракушечки. Ну вот фрукты есть, арбузы, дыня. А это изысканное китайское блюдо. Посмотрите на это. Для тебя специально взяла. Вот это положили вместо утки, понимаете? То есть была утка, я пришла и за порцией утки, а там лежит ножки. То есть есть утка по-пекински, а есть утка по-хайнански. Это вот такая, видимо, да? В общем, друзья, я все протестировал. Самое годное для нашего организма, смотрите, это китайская редька. Очень вкусная, такая хрустящая. Похоже на картошку. Огурчики вкусные. И, конечно же, вот я уже набрал себе очень много омлета, потому что мне понравился. С виду не скажешь, что это омлет, похоже на тофу. Прям очень вкусно. В центре этого парка есть огромное озеро, и оно так красиво все сделано, все облагорожено. По периметру этого озера расположены разные композиции, всякие скульптуры стоят, и рыбки плавают, и лебеди черные. Есть даже вот такие вот тоннельчики, по ним можно прогуляться. Классно все они придумали. То есть, если приходите на весь день, то ваше время пролетит незаметно. Тут есть такая труба, в ней шарики, смотрите, ручка. Если ее крутишь, сейчас образуется воронка. Давай, 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 давай. В этом пруду еще помимо черных лебедей, очень красивых, есть еще уточки-мандаринки. Все так сделано по феншую. Виталик для вас специально составил речь и сказал мне ее сказать. Предложение от него. Мне здесь очень нравится. Здесь еще врубается вот такой фонтан. Если вовремя не убежать, начинает водой заливать. Здесь еще есть кривая улица. Ее можно сравнить с улицей, которая находится в Сан-Франциско. Знаете, такая, она извилистая, по ней машина вниз спускается. Вот здесь то же самое. Только здесь нет домов, и только природа, и очень красивые цветы растут. Работа блогером — это вот так вот. Прям стоишь посередине парка и начинаешь доставать зарядку для камеры. Потому что у настоящего блогера с собой всегда есть зарядки, запасные аккумуляторы. А если вы смотрите блогеров, такие видео классные, в конце: ребята, извините, пожалуйста, у меня кончилась батарейка, и на этом все. Это не блогеры, это самозванцы. А еще, кстати говоря, мы перестали таскать запасные батарейки и берем с собой только пауэрбанки. Смотрите, вот эта штука, она со мной уже 2 года. Это все, что нужно для съемки. Она поддерживает и эту камеру, и эту камеру. Когда мы были в блог-туре в Коувале, в Финляндии, нам подарили, ребят, если смотрите, мы до сих пор пользуемся вашим пауэрбанком. Ой, вот еще одна фотка, смотрите, как круто у нас получилась. Это когда мы были на подвесном мосту, где эти желания исполняются. И везде, как обычно, можно расплатиться. Вот WeChat есть другое приложение, как Alipay, да, и можно наличкой дать, как мы сейчас отдали. Вот такую штуку нам дали, посмотрите, такая книжечка, и в ней находится фотка. Прикольно, на память. Красиво получилось, вместе вдвоем лучше, чем по отдельности. Настало время выпить жидкого азота за 20 юаней. Начинаем. Заряжает вообще отлично. Когда-нибудь пробовали жидкий азот? Мощно. Кстати, жидкий азот, он вырастает вот в этих плодах, видите, внутри белая такая стружка, и внутри находится белая волшебная азотная жидкость. Видите, китайцы даже в шоке, что я пью азот. Я вштырил, на, попробуй. Раз в день в парке включается бодрящая музыка, и весь персонал, весь во всем парке начинает под эту музыку танцевать одновременно. Посмотрите сейчас вокруг, весь персонал танцует. Ну и последний завершающий этап, чтобы полностью насладиться озером. Здесь есть такие вот тропинки, которые сделаны из огромных булыжников. Они прям в воде лежат. Вот так вот идете. Справа плавают белые лебеди, слева плавают черные лебеди, уточки китайские. Здесь тоже, видите, музыка еще продолжается, и поэтому все ребята, все сотрудники парка вот так танцуют, приветствуют гостей. Ну, это получается, знаете, такой парк как бы для семейного отдыха. Пляжи надоели, пришли, прогулялись, здесь походили, покушали вкусненько. Сейчас главное успеть пройти по этой тропинке, пока фонтан не врубили на полную мощность, потому что он всех заливает, кто здесь встревает на тропинке. А местные вот так вот, смотрите, на травке садятся, отдыхают, тоже фоткаются на фоне надписи «Енода 2019». Вообще парк Енода очень популярен среди всего Китая. То есть люди, китайцы с материковой части сюда летят
бывает только из-за этого парка. Это чтобы вы понимали значимость этого парка. И мы не просто так оказались в этом месте. Здесь, кстати, китайцы проводят свадьбы. И мы когда делали опрос в нашем инстаграм-аккаунте, кстати говоря, вот он. Многие ребята нам написали обязательно к посещению места парк енода. Так что, грубо говоря, благодаря вам мы здесь. Здесь еще есть вот такой вот загон красивенький. И там очень много павлинов. Кролики бегают. И альпаки, смотри. Да, альпаки, вон они. И даже есть дикобраз. Мы уже возвращаемся домой. Здесь такая аллея фотографий того, что вообще есть в этом парке. Я понял, что мы за день посмотрели совсем немного, поэтому сюда нужно несколько раз приезжать. Во-первых, есть водопады, по которым можно заняться скалолазанием. Вот так вот вы лазите по этим водопадам вверх, поднимаетесь, такое развлечение. Можно даже с ночевкой, видимо, остаться спать. Ну, на этой штуке мы катались, зиплайн. Есть, видимо, пейнтбол. Ну, смотрите, красивенький водопад это здесь, вообще красота. Ну, озеро мы с вами уже видели. Ну, и здесь очень много ресторанов, где можно поесть. И есть шведский стол, где мы с вами кушали. Имейте в виду, что если вы хотите пойти на водопады, это отдельный трекинг со скалолазанием, со всякой фигней, вы все мокрые будете. И это примерно занимает полдня. Также можно отдохнуть с размахом. Здесь есть отель, здесь такие виллы крутые, бассейн обязательно. И в этом же отеле рестораны. Ну, в общем, друзья, здесь отдых на любой кошелек. Территория парка настолько огромная, что вот видите, сейчас бабушка отдыхает на скамейке. У меня сейчас примерно такое же состояние, но мы видеоблогеры, нам нельзя уставать. Мы должны показать все своим зрителям. Здесь целая автобусная станция. Посмотрите, сколько много людей. Все уже нагулялись и отправляются домой. Ну как домой? Сейчас нужно доехать до ресепшена, грубо говоря. А там уже на своем трансфере добраться до своего отеля. Мы на скутере. Ну вот насчет организации, китайцы вообще красавчики. Все быстро, все продумано. Ни о чем думать вообще не нужно. Все сделано уже за тебя. Нагулялся, сел в автобус. Вперед. У них очень большие потоки людей, поэтому это вообще уже заранее предусмотрено, да? Да. Все так наблюдать. В этом плане вот им стоит поучиться. Мы слышали, когда китайцы к нам в Россию приезжают, и знаете, где-нибудь там от Питера куда-нибудь в Москву едут или наоборот по этим дорогам, они все время жалуются, почему у вас нет туалетов. Здесь они, туалеты есть везде. Вот только солнце вышло, смотрите, я уже весь насквозь мокрый. Поэтому я вот сюда в парк, конечно, приходил, когда тучи над головой висят. Несмотря на то, что будет, может, фотки не яркие, то будет очень комфортно гулять по парку. Автобус забит полностью. Кстати говоря, вот русских туристов в парке мы встретили, и они оказались нашими подписчиками. Но это была единственная пара в парке. Все остальные чистые китайцы. И маловажно, что автобусы с кондиционером. Вообще едешь прохладно. Мы вновь на центральной площади. Сейчас идем к памятникам, которые установили в честь русских туристов. Вот мы к ним уже почти подошли, и вы такие спрашиваете, а где же памятник русским туристам? Вот как вы думаете, где? Вот же он, это Синяк. Русский турист, который постоянно бухает. Этот памятник тоже установлен русским туристам. Вы, наверное, задумались, как же он, каким боком относится? Так это же Красняк. Это тот чувак, который вечно загорает на пляже. До тех пор, пока кожа не начнет слезать. Я надеюсь, вы поняли, что это шутка. А то в последнее время наш юмор не понимают. И в комментариях появляются слишком серьезные люди. Совсем без чувства юмора. Как такие люди живут, я вообще не понимаю. А если бы у нас были миллионы долларов на счетах, мы бы сейчас жили вон в том отеле. Прямо здесь в парке енода. Но нас ждет наш скутер, который вон там на парковке. И, друзья, у нас в описании под видео будет ссылочка на паблик ВКонтакте. Если вы едете в Хайнань, то обязательно на него подпишитесь, потому что там анонсы ближайших событий. Если вы не знаете, куда сходить, там все. Развлечения, шоу, там есть видео со всех мест острова. Очень полезный паблик. В общем, на этом все, друзья. Мы вас всех обнимаем, целуем и любим. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до встречи в следующих выпусках из Китая. Пока-пока-пока.